Добро пожаловать в квартиру в районе Вилла Олимпика. Квартира у нас находится на, можно сказать, первой линии моря. К сожалению, вот пока мы собирались снимать, уже начали приводить в порядок фасад здания. И мы не очень хорошо можем видеть море, но здесь есть вид на море. И для того, чтобы пройти на пляж, нам нужно просто пересечь дорогу. И вот мы на пляже. Дом этот у нас очень интересный. Каждый архитектор Барселоны занимался своим проектом. И вот тут так было спроектировано, что у нас есть небольшая площадь, и здание расположено по кругу. За счет этого у нас нет домов впритык, у нас большая площадь перед нами. И за счет этого архитектор добился того, что из каждой квартиры, кроме как на нижних этажах, есть вид на море, потому что они идут по кругу. Конечно, самый лучший вид на фронтальных квартирах, которые обращены к морю, но тем не менее здесь он тоже есть. Плюс этой квартиры, она у нас, те, кто не любит колодцы в районе Шамполь или в районе Грасия, здесь нет колодцев. Здесь все как мы привыкли. Все окна выходят на улицу. Здесь у нас выходит на площадь окно из кухни и из гостиной, а спальня, вы потом увидите, выходит во внутренний двор, но не такой, как в Шампле. Ну, давайте по порядку. Я думаю, двор вам тоже понравится. Итак, кухня. Тоже для Барселоны в то время это было очень интересное решение, потому что эта зона для обеденного стола или для завтраков отделена от гостиной. Вообще традиционно, вы знаете, особенно те, кто живут в Барселоне, испанцы не любят обедать или ужинать в кухне. А вот здесь было такое ноу-хау. Кухня, зона для обедов, завтраков и гостиная. Что еще необычного в этой квартире? Подоконник. Идея была такова: так как эти здания без террас, подоконник у нас выполняет функцию, как я уже сказала, здесь все квартиры с видом на море, функцию террасы. Мы открываем окна. Я их сейчас не открываю, потому что пыльно ремонтируют фасад. То есть мы открываем окна, мы можем наслаждаться морским бризом, сидя на подоконнике. Да, то есть тут можно, в принципе, даже замутить какой-то романтик. Ваша пара сидит напротив, бутылка вина или шампанского, клубника, бокалы и вид на море. Вот такая была идея. И, пожалуй, это вот единственный район, где я встречала в Барселоне подоконники. Большие витражные окна. Опять же, почему? Потому что здесь у нас все обращено к морю. По зданиям напротив можно увидеть, что здесь есть жалюзи. Сейчас они сняты. Обслуживающая компания здания проводит как раз-таки замену всех жалюзи металлических по всему фасаду здания. Но в соседних зданиях вы увидите, как они выглядят. То есть такие металлические ставни, и они ездят в специальных рельсах. Да, их можно передвигать и менять в зависимости от того, как падает солнце, перемещать в одну сторону или в другую. Так как здание было современное по тем временам, вы можете обратить внимание, что тут нет вытянутых коридоров, нет вытянутых комнат, все достаточно квадратное. Платяной шкаф при входе, что тоже не во всех барселонских квартирах встретишь, а здесь это предусмотрено. Кстати, я вспомнила, я вам в конце ролика покажу здесь нечто, что для Барселоны это ноу-хау, а мы с этим, можно сказать, выросли. Подумайте пока, что это, я вам покажу чуть позже. Мы переходим в отсек спален. Здесь у нас две спальни. И обе спальни, как я говорила, они выходят во двор. Двор только для пользования жителей дома. Полностью огороженная территория. Это была концепция Виллы Олимпики. То есть сохранить немножечко
идею Эшампля, потому что Эшампль создавался как раз замкнутая квадратная система, а внутри предполагалось, что это будут дворы для жителей. Но из-за того, что город настолько масштабно развивался и не хватало торговых помещений, поэтому все эти дворы, в общем-то, были заняты чем-то другим, а не парками для прогулок. Так вот, в этом районе решили воплотить эту идею уже в современном варианте. Еще одна спальня. Тут встроенные шкафы у нас есть. Общая площадь квартиры 100 метров. Удобство ее в чем заключается? В том, что она без лишних ненужных коридоров. Я уже об этом говорила. Один санузел, довольно-таки просторный санузел. Здесь натуральный паркет, газовое отопление. В доме, так как это строилось к Олимпиаде, уже предусмотрен паркинг, есть парковка. Некоторые мои клиенты, которые покупали вилла Олимпики, а есть у меня клиенты прям фанаты виллы Олимпики, они не хотели никакой ни Публоноу, ни тем более Диагональ Мар. И в целом я их понимаю. Очень часто, покупая эти квартиры, делали перепланировки. Здесь делать перепланировки легче, чем в старом фонде, в том же Эшампле, потому что у нас, в общем-то, если мы посмотрим, квартира, если убрать все, она представляет собой квадрат. И нет несущих стен. То есть сломай вот это все, перестрой по-другому, сделай перепланировку, и это сделать довольно-таки легко. Видите, у нас все идет по кругу. Внутри перепланировку сделать очень легко. Снаружи, то, что касается формата окон, какие должны быть рамы, какие должны быть жалюзи, и это все должно быть в обязательном порядке, как у всех соседей, потому что все здания, построенные в вилле Олимпика, в Олимпийской деревне, они все занесены в каталог как культурное, архитектурное наследие Барселоны. Поэтому все, что касается внешнего антуража, вам не дадут поменять ничего. Ни ставни, ни тип ставен, они должны быть все одинаковые. Я вас уверяю, нигде в Барселоне вы этого не видели. Это был первый район в Публоно, в некоторых местах уже тоже сделали. Это мусоропровод. Но он, конечно, работает по другой системе. Это система, как это по-русски правильно объяснить, вакуумного забора мусора. То есть, когда вы бросаете туда, он падает вниз, и потом не вакуум, а засасывает этот ваш пакет в специальные резервуары, и потом уже это все дело вывозится. И именно поэтому здесь мы стоим вот около мусоропровода, мы ничего не чувствуем, нет никаких запахов, все чисто, потому что вот эта система, она сразу же из дома забирает это все, что мы выбрасываем, и запахов нет. Вот, поэтому я думаю, я удивила вас. Да? Мы к этому привыкли. У нас это было, пусть не в таком продвинутом виде, но для испанцев это было ноу-хау. И каждый раз, когда я показывала квартиру в этом районе, собственники говорили: подождите, у нас тут есть такое. Это как аттракцион был для них. Они показывали: вот, мусоропроводы, начинали объяснять. Естественно, все люди с постсоветских стран говорили: нашли чем удивить. Ну, отличия, я не знаю, какие сейчас мусоропроводы, но во времена моего детства они были страшные, вонючие, к ним невозможно было прикоснуться. И на этажах от них воняло. Здесь, поверьте, никакого запаха нет. Эту квартиру я снимаю в тот момент, когда она уже продана. И вы спросите: а зачем же ты нам ее показываешь? Затем, что это очень яркий и показательный пример того, что когда цена адекватная, а самое главное, рынок активный и спрос высокий, тогда все складывается самым удачным образом. Эта квартира была продана нами за один день. Вечером мы ее опубликовали. На следующий день у нас уже было 5 визитов, и первый покупатель зарезервировал эту квартиру, не торгуясь. Цена этой квартиры 650 тысяч евро. Цена, кстати,
довольно-таки низкая для этого района. Можно было выставлять ее дороже и торговаться, но собственниками было принято решение не пытаться прыгнуть выше головы, получить то, что они хотят. И как вы видите, когда цена адекватная и при таком активном рынке, как Барселона, улетает квартира за один день. И это же ответ всем тем из вас, кто меня постоянно мучает одним и тем же вопросом. Марина, скажи, где ликвиднее всего покупать? И я уже устала повторять, если вы ищете ликвидность, и для вас она стоит на первом месте, то какой может быть Lloret de Mar? То какая может быть Плая де Аро? Какой может быть пригород Барселоны? Только Барселона. В крайнем случае Мадрид. Вот это две топовые локации. И знающие люди, профессиональные, опытные инвесторы, они это понимают. Они не будут никогда рассматривать ни Марбею, ни Аликанте, ни Бенидорм. Они будут рассматривать только крупные города с очень высоким потенциалом роста цен и с очень высоким спросом и высокой ликвидностью. Поэтому, если у вас еще остались сомнения, где же надежнее всего вкладываться, я надеюсь, что после этой информации все сомнения отпадут. Ну а если вам нужна грамотная консультация о том, в каких районах Барселоны лучше всего вкладываться и в какой тип недвижимости, вы знаете, куда обратиться. С вами была Марина, агентство Давлес Realty. До новых встреч. Пока-пока.